Всем доброго времени суток, канал Masters of Body вас приветствует, и сегодня вашему вниманию представляем комплексную тренировку грудных мышц, трицепсов и немного захватим бицепс, позже я расскажу зачем и почему. Как всегда, нашу тренировку мы начинаем с кардиоразминки. После кардиоразминки разминаем суставы. Динамическая разминка плечи, локти, поясница. Куда же без поясницы? Ее мы, как всегда, делаем хотя бы один подход на гиперэкстензии 15-20 повторений. И первое упражнение в сегодняшней тренировке — это жим в машине Смита под обратным углом. Здесь мы акцентированно прорабатываем среднюю и нижнюю часть грудных мышц, изолируем поясницу, спину. Полностью акцент всего нашего внимания на жимовом движении, на жимовом действии. Таким образом мы пытаемся проработать нижнюю и среднюю часть и подрезать эту мышцу. Напомню, на улице лето, тренировка будет без больших весов, поэтому будет много пампинга, суперсетов и быстрый и достаточно интенсивный темп тренировки. Первый подход мы накинули по одному блинчику, размялись. И второй подход с каждой стороны у нас уже висит по 30 килограмм. Темп замедляем, амплитуда не страдает. Акцент на дожиме. Все это на выдохе. И третий подход. Максимально возможный рабочий вес. Мышцы разогреют, позволяют сделать это с достаточно хорошим весом. Максимально преднапрячь, загрузить, запустить процесс работы грудных мышц для дальнейшей тренировки со свободными весами. Напоминаю, первый подход был разминочный и 3 рабочих подхода. Это третий подход. Второе упражнение нашей тренировки — жим гантелей. Его мы выполняем под углом 25-30 градусов. Таким образом нагружаем верхнюю часть грудных мышц. По 10 повторений. В суперсете к жиму гантелей добавляем сведение в кроссовере. Пиковое сокращение в нижней точке. Растягиваем грудную, не разгибая локти. Благодаря такому сету мы прокачиваем вверх. И к предыдущему упражнению, которое было направлено на проработку нижней части, изолированным упражнением, а именно в кроссовере, дорабатываем, дорисовываем нижнюю часть грудных. Больше подрезаем ее, детализируем, делаем более рельефной. Сейчас на примере Андрея вы увидите, как включаются мышечные волокна в кроссовере в нижней части грудных.
Сведение делаем четко, с задержкой в нижней точке. Это момент пикового сокращения. Вес гантелей не максимальный рабочий. Делаем 8-10 повторений. Соответственно, каждый подбирает себе возможный вес. И Дима акцентирует внимание на пампинге в нижней точке. После того, как мы сделали суперсет жим с введением, переходим к тренажеру жим в хаммере. Так как мы уже устали, этот тренажер самое то. Амплитуда фиксирована, траектория фиксирована, и можно опять же поработать среднюю часть груди, доработать на дожим. В сете к этому упражнению даем разводку с гантелями, опять же с акцентом на вертикальную часть, которую в предварительном сете мы проработали жимом. То есть средняя часть у нас жмет, трицепс, грудь работает. Акцентированно дожимаем вверх. А верхняя часть, благодаря разводке, растягивается изолированно, без участия локтей и трицепсов. Помощь к предыдущему упражнению. Акцентированно дорабатываем верхнюю часть. Жим Андрей делает, дожимает хорошо середину, которая у нас сегодня еще не участвовала. И разводкой пампим верхнюю часть. Обратите внимание, во время разводки вы должны глубоко дышать. Это ваш пассивный отдых. Это не просто упражнение. Трицепсы потихоньку уходят в отказ. И это будет предпосылкой для следующего упражнения. Кстати, последний сет мы планировали сделать 3 раза. Но так как ощущения были великолепны, первый подход зашел ближе как разминочный, пристрелочный, сделали 4, чтобы получить удовольствие от процесса. Не бойтесь корректировать свою тренировочную программу в процессе. Тело реагирует по-разному. Вы можете ожидать от себя меньшего, а выдать больше результат, чем к которым готовились, и наоборот. Поэтому не цепляйтесь к цифрам, которые записаны у вас в дневнике в тренировочном.
Больше ориентируйтесь по ситуации. Это касается и веса, и количества подходов. Следующее упражнение. Жим в машине Смита узким хватом с небольшим углом подъема 20-30 градусов. Этим упражнением мы также продолжаем акцентированно прорабатывать верхнюю часть груди и начинаем прибивать трицепс. А разгибание в нижнем блоке с канатом этот трицепс растягивают и прорабатывают по всей длине. Здесь у нас работает трицепс, верх грудной, естественно дельта. А в разгибании из-за головы мы можем позволить себе дать максимальную амплитуду, максимальную растяжку. Таким образом он очень быстро уходит в отказ относительно небольшим весом. Три суперсета в нашей программе, которые мы выполняем подобным образом. Что жим, что разгибатель делаем от 10 до 14 повторений в зависимости от состояния, текущего состояния вашей мышцы. Если вес большой, она не тянет, вес уменьшаем. Но стараемся загрузить, проработать. За весом уже не гонимся. И максимальная растяжка. После проработки грудных мышц наш трицепс сильно устал. Следующее упражнение для проработки трицепса. Французский жим лежа, но делаем его не в классической обычной технике, а с небольшими интерпретациями. Весь подход у нас разделен на 3 части. Первую часть подхода мы штангу опускаем чуть за голову, давая трицепсу максимальную растяжку. Вторая часть подходов опускается гриф к подбородку, смещая акцент на наружную часть трицепса. И третья часть опять выполняется за голову, давая возможность сделать небольшой замах и использовать реактивную силу для выведения штанги в верхнюю точку. За голову растянули. И от подбородка полная изоляция. Мы не используем рычаг плеча, трицепс работает полностью изолированно. И когда, казалось бы, уже он ушел в отказ, то
Из-за головы еще добавляется вполне себе несколько повторений, которые продолжают давать ему определенное жжение, проработку и детализацию. В последнем подходе, как говорится, чтобы трицепс отдохнул, нужно бицепс покачать. Руки настолько налиты, что даже легкий пампинг на бицепс небольшим весом превратит ваши руки в руки-базуки. Очень сильный налив и очень приятные эмоции. Шарапов становится добрее и веселее. Кайфуем от процесса. Последний круг делаем хватом сверху, больше подключаем предплечье. Слегка сносим акцент на внутреннюю часть бицепса. Ширину хвата также можно менять для разнообразия. Спасибо, что были с нами. Отдельная благодарность клубу Orange за предоставленную возможность потренироваться. Присылайте свои вопросы. У нас для вас еще много полезной и интересной информации. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки и комментировать. Всегда ваш Master of Body.